Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Я вам всем очень-очень рада. Сразу хочу вам сказать, я благодарю вас за все поздравления. Вчера был ровно год моему YouTube каналу. Я счастлива, что вы есть в моей жизни. Я получаю бесчисленное количество отзывов, благодарностей каждый день. Я счастлива, что вы есть в моей жизни, и я счастлива видеть, как меняетесь вы, как меняется ваша жизнь, и я благодарю вас за ту энергию, которой вы делитесь. Ну а в этом видео мы с вами поговорим о ваших взаимоотношениях с вашими детьми, с вашими партнерами. Отчасти мы коснемся сепарации между вами и вашими родителями, а также сепарация между вами и вашими детьми. Я уже написала тему. Звучит она у меня следующим образом. Я счастливая жена и мама счастливых детей. Я разогрела свои нейроны, завела таймер на 2 минуты и написала первое, что приходит мне в голову. Ну и любые отношения, они начинаются с вас лично. В отношениях, в любой семье каждый человек работает. Это колоссальная работа. И ваш муж или ваша жена – это не ваша половинка, это ваш партнер. Вы сами по себе, каждый, являетесь целостной личностью. Именно поэтому половинки быть не может. Ну а что касается взаимоотношений с детьми и мужем, мы над этим сегодня будем работать. Для начала я бы хотела найти на листе себя. Можно провести ладошкой и почувствовать, где вы есть. Мне очень захотелось взять голубой цвет, потому что для меня голубой – это символ чистоты, прозрачности, верности, какой-то вот кристальной чистоты. Все пересечения, если у вас они образуются, пожалуйста, округляйте. Если у вас образовались хвостики, выводите их к ближайшей линии. Вот, выговорила. И какая есть, вот она, я такая, какая я есть, да. Я как-то общаюсь и взаимодействую с социумом и со своей семьей, именно поэтому я вывожу сейчас линии в поле. Проводите линии столько, пока вам не будет достаточно. Ваша энергия, ваши взаимоотношения, вы со многими людьми контактируете. Сейчас просто набирайте линии, можете их набирать и сразу себе сказать, это линии взаимоотношений в моей семье. Почувствуйте, сколько у вас их, проводите, пока вам не будет достаточно. Можно провести линию через себя. И вот смотрите, когда вы ведете линии, может быть, вам сейчас уже достаточно, может быть, вам больше хочется. Линию ведем с небольшим сопротивлением. Хочется налево, прикладываем небольшое усилие, ведем направо. Пересечения мне удобнее сразу округлять, чтобы работа была чище, потому что потом они где-то забываются. К работам можно и нужно возвращаться, но я предпочитаю отпускать бабочку в небо. Линия, она бионична, она похожа на линии природы. Поймайте внутреннюю тишину, проводите линии. Проводите их столько, пока вам не станет достаточно. Именно из состояния внутренней тишины вы сможете услышать себя и свое подсознание. Потому что ваши взаимоотношения с вашими партнерами и с вашими детьми, все это заложено в вас еще с детства.
Мы очень часто возвращаемся к теме вашего детства. Почему? Потому что даже когда человек строит отношения а, со своим партнером, он опирается на то, что он видел в детстве. Как папа относится к маме, как мама относится к папе. Очень часто, к сожалению, истории повторяются, и если к вам плохо относились ваши родители, вы порой не всегда бываете внимательны к своим детям. И если вы видели, что папа плохо относится к маме, то в большинстве случаев, и если они вдруг разошлись, да, то в большинстве случаев у многих людей не первый брак, и они могут повторять судьбу своих родителей. Но все это можно исправить, и это нужно все исправлять. Все это в вашем подсознании, это некие такие негативные установки, от которых мы с вами будем избавляться. Знаете, вот мне пока наверное, достаточно линий. Я не хочу перегружать работу, я хочу, чтобы была какая-то легкость. Посмотрите, сколько пересечений образовалось. Как вы себя ощущаете? Как вы себя ощущаете после того, как округлили? И вот на этом листе теперь я хочу найти своего партнера, где он есть. Вот мне кажется, он тут. Своего партнера, своего мужа. У вас он может найтись где-то здесь, где-то здесь. Он может быть даже не кружочком, может быть треугольником, если вдруг какие-то, я бы сказала, яркие, насыщенные, бурные отношения, да. Обратите внимание, какой фигурой он к вам придет, ваш партнер. Округляйте с любовью. По поводу партнера. Теперь мы с вами обсудим партнера. Человек, когда рождается, первого, кого он встречает в этом мире, это мама и папа. Мы с вами это очень часто проговаривали на силе рода. И именно глядя на маму и папу, человек понимает, как надо жить, да, как выстраивать взаимоотношения. Помимо того, что человек непосредственно, если эта девочка учится выстраивать отношения с мужчинами, да, если это мальчик с женщинами, помимо этого вы вообще учитесь, в принципе, выстраивать отношения с социумом. И дальше это вот эти вот взаимоотношения с социумом, они переходят в отношения с вашими партнерами уже во взрослой вашей жизни. И именно то, как вы строите отношения со своим партнером, является, ну, фактически зеркалом, да, потому что если вам больше 35 лет, вы на 95% состоите из подсознательных установок. Если вы, разумеется, не работали с этим раньше, не прорабатывали это все с психотерапевтом, сами, ну, не раскрывали эту тему. И дальше многие увидят, что там мама, например, кричала на папу, папа, например, ушел из семьи, ну, например, да, или там мама ушла. И вы очень долго, наверное, ну, я надеюсь, что все сейчас счастливы в своих взаимоотношениях, и вы очень долго не могли выстроить отношения, да, то есть, ну, а как? Вот вы только такой пример знаете, вы другого не знаете.
Вот. И самое главное здесь понять, что стать на, как бы это сказать правильнее, сейчас подберу слово. А, Здесь очень важно занять свое место в отношениях. Вы не своя мама для своего партнера. Ну, то есть вы в своих отношениях это вы. Не перенимайте на себя картинку и роль мамы, которая была у вас, кричащая, например, на папу. И относиться к партнеру нужно с уважением. Понимаете, энергия точно так же, как и человек. Она идет туда, где ей хорошо, где ей рады, где ей счастливы, а не туда, где на нее кричат, обижают и так далее. Да? Именно поэтому очень большой ошибкой является тянуть родителей в свои отношения с партнером. Знаете, бывают, рождается ребенок и все, селятся все друг у друга. Нет, нет и нет. Все должны жить раздельно, я имею в виду поколения. Вот. И какие у меня взаимоотношения с моим мужем? Ну, достаточно гармоничная такая восьмерочка получается. Вот, ну, сейчас мне это пришло, на мой взгляд. Я долго работала над собой, прежде чем прийти к этому. Любовь, она не про страдания, любовь, она про счастье. И именно поэтому очень важно, чтобы и партнер здесь, но опять же, как партнер будет к вам относиться? Он будет вас полностью зеркалить. Если вы относитесь к нему с уважением, да, если он видит зрелого человека перед собой, я вот хочу линии добавить, если вам хочется, тоже добавляйте. Зрелого человека перед собой, не если отношения основаны на уважении, на каком-то там доверии, да, тогда все будет прекрасно. Отношения с человеком, который будет, вдруг вы начали расти, да, а отношения, а человек вам не подходит, например, он продолжает оставаться на раннем уровне развития, да, если у него есть эти проблемы, вы его не утянете. Есть большой шанс, что вы сможете вытянуть отношения своим примером, но работать должны оба, да. И поэтому вы его партнер. Видите, у меня кружочки практически одинаковые, но один больше, потому что для меня все-таки муж, мужчина – это символ такой мужественности, да, какого-то чуда, чуда. Ну и мужчина, он все-таки физически сильнее, поэтому я тут не его эго, хотя я всегда поддержу и засыплю комплиментами, да, очень важно этот момент всегда помнить. И отношения с ребенком. Вот у нас есть ребенок один, совместный. Где он? Я бы хотела его найти сейчас. Вот здесь приходит ребенок. Что такое ребенок? Вообще ребенок это удивительно. Ребенок это плод любви двух человек. Мы говорим об осознанных детях, да, очень много людей могут сказать сейчас, что это не так, дети по-разному получаются. Я взрослый человек, я тоже знаю, как дети получаются, но мы говорим об осознанности. Так вот, ребенок это плод вашей любви. И ребенок это самостоятельная личность, неважно, сколько ему лет. 1 год, 2, 10, 20, 30 или 50. Какая задача для вас стоит в жизни? Ребенок в вашей жизни всего лишь гость. Ему будет 18 лет, и он покинет родительский дом и пойдет строить свою жизнь. У кого есть дети, может быть, вы именно задумывались и обращали внимание, как они ходят и строят
отношения с окружающим миром. И вот на этом, видите, я сразу линии стала проводить. Дети сами строят отношения с окружающим миром. Особенно это можно заметить, если ваши детки ходят вдруг в какой-то детский сад, да, если еще маленькие совсем. И очень важно им дать эту возможность туда ходить. Потому что символично вы таким образом отпускаете уже ребенка, отпускаете в этот мир. И почему в иерархии вот, родители-дети очень важно ее соблюдать. Что касается вас и ваших родителей, многие, я думаю, сталкивались, но кто не сталкивался, вам для информации. Очень часто родители не могут отпустить детей. А что это значит? Они их настолько оберегают, и мы не говорим о нормальных отношениях, когда нельзя переходить дорогу на красный свет, да, а когда вот не дают жить, контролируют каждый шаг и не дают проявлять свою личность. Дети, выросшие в 90-х, очень часто, очень сильно с этим сталкивались. Так вот, в итоге человек приходит к какому выводу? Мир такой большой и страшный, а я не хочу взрослеть. Мне вот хорошо у мамы, или кто же о маме позаботится, кроме меня? Если вдруг там нету папы, например. Здесь очень важно понять, что дети не покупают квартиры. Дети не строят семьи. Именно полноценную семью, здоровую, со счастливыми отношениями, да, где оба партнера счастливы. И, по сути, вырастают пациенты для психотерапевтов. Я, вот она я, в своих взаимоотношениях со своим ребенком, он для меня личность. И мне очень важно, чтобы эти отношения были гармоничными. Он может сам выбирать, что ему одеть, чем заниматься. Мы говорим о каком виде хобби сейчас, да, например. И я уважаю его выбор, как бы он мне, например, не нравился. Но это его семья, это его жизнь и его выбор. Он развивается. Посмотрите, как я линии провела. Я прям окутала семью линиями. И вот такая вот ячейка общества получается. Почему это важно? Почему важно дать ребенку? Опять же, не забывайте, на своем канале, да, я делюсь своим мнением, которое у меня сформировалось за годы моей счастливой жизни, можно сказать и так. Но опять же, я основываюсь на том, что я здоровый человек, со здоровой психикой, да, у меня есть счастливая семья, я ей очень дорожу, я к этому шла много лет. Я очень много работала над собой, со всеми своими детскими психологическими травмами, с психотерапевтами, некоторые из которых стоили там по $1000 в час. И у меня ушло, к сожалению, на это огромное количество денег. Потому что я выросла в такой семье, и та программа, которую мне в голову с детства закладывали, она оказалась сложной. Я не могла жить в том мире, который мне вот в моей голове создался, глядя на моих родителей, да. И что я делаю?
Я создаю свою семью не такой, как я ее видела. Я работала, и теперь я знаю как. На протяжении десятилетий я очень счастлива. Мне повезло, да, я начала работать с собой достаточно рано, но все-таки мне вот оно запомнилось, да, и я счастлива, и я желаю, чтобы все люди были счастливыми. И я выстраиваю гармоничные отношения. Посмотрите, как много у меня нейрографических линий. Мне это говорит вот нейронных связей, сколько образовывается. Мне это говорит о том, что я действительно прикладываю усилия для того, чтобы мои отношения с моей семьей были гармоничными и счастливыми. Если вы хотите вырастить здорового и счастливого ребенка, его нужно отпустить. Для начала мы его отпускаем в свою кроватку. Не надо укладывать детей во взрослую постель. Банально, да, это банально, но это правда. Потому что чем сильнее вы это делаете, чем мощнее вы это делаете, да, настойчивее, тем сложнее потом будет ребенку от вас сепарироваться. Гармоничные отношения с родителями – это когда каждый стоит на своем месте. Ребенок – это ребенок, мама – это мама, папа – это папа, папа – партнер мамы, мама – партнер папы. А не когда ребенок станет папой, мужем для мамы. Мужем я имею в виду, а кто же позаботится, вот если папа там не... У меня это очень показательно, когда, например, я иду вы знаете, да, у нас маленький ребеночек, я иду с малышом в магазин, и он видит, что папа, ну, когда мы вместе ходим, что папа всегда несет там какие-то покупки. И если вдруг я с малышом зашла там в магазин купить конфет, то он их несет не потому, что это его конфеты, а он их несет, пытается у меня забрать, потому что это тяжело для меня. А папа там еще на работе, да, и он должен мне помочь. Но он не должен мне помочь, да, в силу его возраста я ему позволяю это сделать, потому что для него это событие, да, как бы он учится. Добавляйте линии, если вам хочется. Потому что человек учится, да, но вообще брать роль вот этого вот мужа для мамы ребенку, точнее, свешивать на него эту роль нельзя. Точно так же, как ваш муж для вас – это не подружка, это не мама, это не папа, это не психотерапевт, это ваш партнер. А к партнеру мы относимся всегда с уважением, и вообще к людям мы относимся всегда с любовью. Очень много линий, мне очень нравится. Я очень вам все рассказывала. И вот, чтобы ваш ребенок потом отделился и создавал свою ячейку общества, нужно, соответственно, давать ему вот эту вот свободу. И свободе это его учить. К сожалению, дети 90-х выросли в большинстве своем в унижениях, многие, к сожалению, да, я говорю про большинство, в унижениях, в неполноценных семьях, когда они не знают, как строить отношения. И если вы видели, что на вас мама с папой кричали, на меня, например, кричали, и я избрала новую технику. Я, правда, не могу понять, как можно на детей кричать. Это человек, поговорите спокойно. И опять же, вы уже, будучи взрослым человеком, переросли, пережили все те кризисы, которые наши дети только переживают и проходят. Поэтому ищите новый подход и ломайте стереотип.
то, что, то есть в вас заложен алгоритм действий. Если вы видите там, что кто-то делает что-то плохо, в вашей голове заложено, ага, в этот момент надо кричать или там применять физическую силу, ни в коем случае, да. А если у кого-то такой негативный опыт есть, не проецируйте это на своих детей. Вот. И что же будет, если моя семья будет вот такой вот гармоничной? Если у меня будут гармоничные отношения с моим партнером, с моим ребенком, и я позволю ему жить его жизнь, учиться на его ошибках, узнавать этот мир, к чему это приведет? Ну, вероятнее всего, что а, думая о том, как мне вот выстроить вот эти гармоничные отношения с моим партнером, с моим ребенком, быть на своем месте, во-первых, это приведет к счастливой жизни нашего ребенка. Я думаю, для родителей это очень важный момент. Каждый родитель, каждый человек хочет, чтобы его ребенок стал успешнее, чем он, чтобы жил, проживал счастливую жизнь, свою жизнь, да. Очень часто, опять же, говорю про 90-е, потому что я сама поколение детей 90-х, и много с этим работала, да. Навязанные страхи нашими родителями. Ты должен работать пусть где-то, чтобы шел стаж. А если ваш ребенок какой-нибудь гений, который хочет создать какой-то стартап? Мы говорим о детках, у кого детки постарше. Я знаю, что возрастная категория, которая меня смотрит, очень-очень разная. А знаете, бывают родители, которые нет, я сказал и все. Так а почему нет, я сказала и все? Дайте ему попробовать. Вы посмотрите, какая огромная, счастливая и успешная жизнь ждет вашего ребенка. Вы хотите счастья своим детям или процветания? Поэтому, как мама, что я здесь буду говорить своему ребенку? Конечно же, я буду его поддерживать во всем. И ни в коем случае я не буду настаивать на том, чтобы он предавал свои мечты. И тогда, если я буду находиться на своем месте, не становиться для него ребенком, а вот просто, знаете, женщины бывают такое, капризничают, а вот я хочу так, да, нет, тогда его ждет очень счастливая жизнь. А что ждет меня с мужем? А меня с мужем, тогда с моим партнером, тогда меня ждет успех. Я себе это говорю, во-первых, я это нахожу на листе, да, я это вижу. Вы тоже видите, где сгустки такие прям. Тогда меня ждет успех. Почему? Потому что та любовь и забота, которую я могу дать нашему ребенку, я даю ее и своему партнеру. Потому что когда придет время, в моем случае, нашему маленькому сыну идти в школу, он всегда сможет к нам прийти и попросить помощи. И тогда папа счастливый, да, счастливый муж, да, счастливый отец, он сможет помочь ребенку в каких-то технических знаниях, в точных науках, помочь, что-то объяснить, не крича, а с уважением объясняя и открывая новый мир. Таким образом, он привьет любовь к знаниям. А в свою очередь, что сам мой партнер, да, каким он станет, видя гармоничные взаимоотношения в своей семье, что он сделает? Ну, во-первых, он вдохновится.
именно жена. Да, безусловно, все делает мужчина. Многие женщины любят приписывать себе успех мужчин. Но те, кто приписывают, они даже на малейшую толику не представляют, чего им это стоило. И кем же женщина должна быть для мужчины? Музой, можно сказать так. Я себе говорю, я вдохновляю своего мужа находиться на вершине успеха. И вот посмотрите, сколько нейронных связей у меня еще больше образовывается. Я вдохновляю его находиться на вершине успеха, получать колоссальные доходы. Если в семье все хорошо, поверьте мне, ни один мужчина никуда от вас не уйдет. Я не хочу никого обидеть, но произнести я это вам должна, да? Когда вы думаете, что ага, все, выйду замуж, можно расслабиться во всех смыслах этого слова, включая следить за собой, включая фигуру. Я играла тут в игру, «Путь к успеху» она называется, где там ты должен, то есть ты начинаешь там 17-летним человеком и проходишь полностью путь по карьерной лестнице, и в том числе строишь отношения. Сначала у тебя девушка, потом у тебя там жена, потом дети, потом внуки и так далее. И даже в игре встречался он, девушка, у него красивая, стройная, как только он женился, жена изображена как нечто невероятное в фартуке, не особо следящая за собой. Если вы хотите вдохновлять мужчину, вы должны стать для него этим вдохновением, чтобы он приходил и наслаждался. И вот вы видите, мне вот какой-то квадратик тут хочется изобразить. Вот. Вот так вот. Стабильность будет. Так что каждый раз, когда вы даете какую-то реакцию, почему я вам так часто говорю, следите за своими эмоциями, следите за своими словами. Ни в коем случае не выдавайте какую-то там ненужную вам реакцию. Иногда вы можете, вдруг какая-то ситуация с детьми возникает, с вашим партнером, да, посмотрите, вы сейчас свою реакцию выдаете, остановитесь на секунду, пусть мгновение остановится, и подумайте, вы свою реакцию выдаете или вы выдаете просто алгоритм, в котором вы выросли, который вас приучили выдавать. Ага, раз вот так, значит, я защищаюсь. Мне очень нравится моя работа. Я беру цвет и начинаю я работать с себя. Каждый человек — это целостная личность. Подводя резюме такое, да, и вот сейчас вы видите, я закрашиваю себя. Не половинку, а всю себя. И именно поэтому очень важно находиться на своем месте. На своем месте во взаимоотношениях. Потому что точно так же, как я вам сказала, что мир большой и страшный, если вы не отпустите своих детей, и будучи уже взрослыми людьми, они останутся детьми, да, для вас они, безусловно, будут всегда дети, пока бьется ваше сердце. Но если они останутся именно «а мама, помоги, папа, помоги», они не смогут стать успешными и счастливыми в своей жизни. Посмотрите, куда еще хочется добавить этот цвет. Не спешите его менять. Много говорила, надеюсь,
ваше место в вашей жизни вы правильно занимаете. Ваша энергия, вы хотите чего в жизни? Вот вас это очень ярко касается. Только занимая именно свое место, будучи мамой своим детям, будучи партнером своему партнеру, будучи ребенком для своих родителей, но взрослым, да, выросшим, мы говорим просто об уважении, вы можете жить свою счастливую жизнь и исполнять свои мечты. Когда рисовать, когда появляется какой-то вопрос, связанный с отношениями, и вы вдруг ни с того ни с сего забыли, обратите внимание, у каждого члена семьи есть свои границы, и мы каждый являемся частью жизни друг друга. Бывают, к сожалению, люди, которые и в 50 лет живут с родителями. Я не говорю, что это плохо. Вот, знаете, хочется мой квадрат мне голубым изобразить. Такой вот, как бриллиантик. И я бы взяла вот. А вот она, моя семья. Наш ребенок. Который тоже приносит что-то в нашу жизнь, да? Он приносит радость, он приносит счастье, он приносит ту энергию, которая у нас, у взрослых, к сожалению, с годами как-то вот мы забываем о вере в чудеса. И дети нам очень ярко это напоминают. И, конечно же, партнер. Я сразу возьму, мне очень хочется отметить. Но заметьте, даже вот очень показательно, с кого я начала закрашивать. Я начала с себя, а вы? Опять же, почему нельзя не отпускать детей, не давать им возможность жить? Все дело в том, что когда этот человечек в итоге вырастет, или там, знаете, очень многие говорят, а сыночек не будет так делать, не надо маму расстраивать, например, да, и говорят это уже взрослым мужчинам. Такое тоже бывает. Можно работу крутить. И говорят это взрослым мужчинам. Человек, можно сказать, пуповину не хочет перерезать. Такое тоже бывает. Но ничего хорошего из этого не получится. Потому что вот это вот неотпускание, оно в итоге для вас ничем хорошим потом не закончится. Если вы будете прям, знаете, бывают родители, которые дышат своими детьми. Я тоже дышу своим ребенком, но я понимаю, что будет дальше. А когда он вырастет, закончит школу, он уедет, будет учиться в университете, будет строить свою счастливую жизнь.
И люди, у которых прям дышат детьми, не имеют никакого хобби, никакой работы, вот ничего, знаете, бывает, просто сосредоточился на ребенке. Захотелось зелененький взять, посмотрите, что у вас берется. А люди получают в итоге пустоту в жизни. Поэтому вы должны быть центром своей жизни. А не дети. Я знаю, что иногда это бывает грустно и тяжело, особенно если ты начинаешь об этом задумываться. И задумываться достаточно, например, рано, да. Но это правда, которую нужно принять, и психологи вам, любой психотерапевт вам это скажет. Но, видимо, будет поздно, и тогда уже будет больнее, если вы вдруг окажетесь у этого самого психотерапевта. Поэтому принятие, понятие и тогда будет все прекрасно. Это как, знаете, как цикл вот в жизни. Сначала мы пришли в жизнь наших родителей и стали там гостями. Теперь посмотрите, кто разлетелся, кто куда. Как в фильме про электроника. А пока мы только дети, нам расти еще расти, да? Может быть, кому-то сейчас захочется позвонить маме, папе и сказать, какое замечательное у вас было детство. Может быть, кто-то сейчас поплачет, да, погрустит. Но в любом случае, это ваша жизнь, и вы ее строите. Обращайте внимание, что для вас значит тот или иной цвет. Что он для вас значит, что вам хочется. Очень такая в цветах планеты Земля у меня получилась работа. Белый тоже цвет, не обязательно все закрашивать. Главное, смотрите, чтобы у вас мозаики не было. Когда мы архетипируем, мы объединяем одним цветом несколько. Посмотрите, вот зеленый, да, ну вообще для меня зеленый цвет такой стабильности, здоровья, да. Не знаю, почему цвет здоровья сейчас сказала. В общем, цвет здоровья. Здоровье, наверное, я здесь имела в виду психоэмоционального. Так что будете здоровы вы, будут здоровы у вас ваши дети, будет здоров ваш партнер, все ваши взаимоотношения, и все у вас будет прекрасно. Ну что, я думаю, что я закончила. Делитесь в комментариях, какие взаимоотношения у вас с вашими родителями, детьми и линии поля. Округляйте все пересечения. Берегите себя, берегите своих родителей, потому что и берегите своих детей, потому что не позволяя людям жить свою жизнь, а вот тот, кто не позволяет, он разрушает свою. Что я хочу здесь? Фигуру фиксации найти.
Посмотрите, что мне сейчас пришло, почему я ее так изобразила. Потому что моя семья — это главное. И я хочу, чтобы моя семья была здорова и счастлива. Здорова не только физически, но и психоэмоционально. И работая с собой каждый раз, я делаю лучше жизнь своей семьи. Я делаю лучше жизнь людей, которых я люблю. Людей, которые делают меня счастливой, мою жизнь. Округляем все пересечения. Знаете, такое ощущение, вот я не могу сказать, что у вас будет легкость сейчас, честно. У вас будет есть о чем задуматься, и прорабатывать вы это будете еще долго дома сами, потому что это не единственный, это не единственное, что нужно проработать, да. Многие об этом не задумывались. Я думаю, для многих тема стала в новинку, да, потому что не задумывались просто об этом люди, это нормально. А как бы вы задумались, если бы вы, например, этого просто не знали? Вот. Округляем все пересечения. Ну что, мои дорогие, я благодарю вас за просмотр. Я вам желаю счастья, я вам желаю счастливых взаимоотношений между детьми, родителями, с вашими партнерами. Любые отношения, они начинаются с вас. И прежде чем предъявлять какие-то претензии своим членам своей семьи, скажем так, да, начните с себя. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а если кто-то хочет поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, все реквизиты есть в описании. Хорошего дня!